Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по изготовлению вот такого очень интересного и красивого полотна. Долго тянуть не буду, приступаем. В качестве основы я буду использовать спанбонд, и так как он у меня тонкий, 40 грамм на квадратный метр, то я его складываю в два слоя и просто прошью между собой, чтобы слои не смещались. Вы можете использовать абсолютно любую другую, ненужную вам ткань. Главное, чтобы она была стабильной, то есть не имела растяжения. Также по размеру я подготовила вот такой клеевой флизелин. Использовать его не обязательно, мне он больше нужен для плотности. Также я его пришила строчками к спанбонду для того, чтобы слои не смещались. И теперь я готовлю заранее проутюженные остатки, обрезки ткани, абсолютно любые. Здесь есть и трикотаж, атлас, хлопок. В общем, все, что у меня было в зеленых оттенках, я отутюжила и сейчас буду из этих остатков создавать полотно. Также тут присутствуют тонкие ткани, такие как плащевка. Но когда я буду выкладывать полотно, я скажу, в каких моментах какую ткань я использую. И, конечно же, можно использовать ткань с принтом. Теперь я выкладываю все лоскуты на основу. Делать это обязательно с нахлестом. Также я срезаю край, если он рассатался. И там, где у меня лоскуты совсем широкие, я их делю на два. Стараюсь выкладывать их так, чтобы один цвет не был друг возле друга. Ну, то есть делаю такой микс. И так как в этом полотне у меня будет несколько слоев, первый слой я выкладываю из плотных лоскутов. Это у меня в основном атлас, хлопок и трикотаж. А уже на второй и третий слой, я все покажу подробно, я использую более тонкие или же воздушные ткани. Также вы видите, что я округляю полностью все края лоскутов. Делать это не обязательно. Это просто мое предпочтение. Мне так больше нравится. После того, как всю основу я заполнила лоскутами, иду к утюгу, так как я использую клеевой флизелин. И с помощью утюга проклеиваю всю заготовку. И вот так это выглядит. Сейчас я приступаю к второму слою, и здесь я уже использую более тонкие ткани. Вот это, например, плащевка. Если вы, например, будете шить только из хлопка, то у вас без проблем будет тоже прекрасно все выглядеть. Я просто к тому, что если у вас разные ткани, то нужно обратить внимание, на какой слой, какой плотности ткани лучше использовать. Если у вас только, например, трикотаж или только хлопок, то без разницы. И я нарезаю вот такие тоненькие полосочки, несмотря на то, что они похожи на волну, но в конечном результате это будет похоже на траву и в принципе на маковое поле, которое мы с вами и шьем. Второй слой я выкладываю без нахлеста, но при этом равномерно распределяю по всему полотну. И вот так это выглядит. Может вам показаться, что эти лоскуты можно и не делать. В принципе, да, можно не делать, но просто эффект будет другой. Сейчас я беру такие же полоски, но вы видите, что здесь я уже использую даже вот такие полупрозрачные ткани. Это у меня органза. И нарезаю прям мелкими такими кусочками. Я не смотрю, я их не выкладываю. Я вот так просто над полотном их нарезаю. И вот как они падают, так прекрасно они будут там смотреться. Главное, что я их нарезаю вот такой травичкой. Это уже прям такой заключительный, да, слой, поэтому он должен быть максимально похож на траву. Вот так. Это хлопок. Смотрите, я, например, беру вот этот уголочек, я срежу. Он мне здесь не нужен, я его уберу. И дальше, смотрите, вот так, тоненькими полосочками. Вот смотрите, вот так. По всему полотну нарезаю свои остатки. Нет смысла затягивать, делать длинное видео, показывать весь процесс.
уже показываю, как это должно выглядеть в итоге. Вот что у меня получилось. Третий слой готов. И сейчас все эти слои нужно покрыть. Я буду покрывать вот такой органзой. Она у меня матовая и немножко с эффектом жатки. Вы можете использовать абсолютно любое полупрозрачное полотно. Вырезаю по размеру и покрываю. Также всю заготовку я сколола большим количеством портновских булавок. И сейчас я уже возле машинки и выбираю строчку, которой буду делать стежку. На самом деле я всегда делаю образцы, потому как одно дело видеть это либо же на панели, либо вот как у меня на планшетке отдельной. То есть вот смотрите, вот эта строчка сейчас, где она, вот она. Смотрите, вот как она выглядит здесь и как она выглядит здесь. Ну, разница есть. Поэтому я всегда делаю образцы и вам рекомендую. Ну, а я уже приступаю к стежке. Для этого сделала разметку всего одной линии. Далее буду ориентироваться на лапку. И по этой линии делаю строчку. Если в вашей швейной машинке нет декоративных строчек или же те, что есть, вам не нравятся или не подходят, это не проблема. Такое полотно можно простегать обычной прямой строчкой. Также можно сделать любые геометрические фигуры прямой строчкой, ромбами, квадратами, либо же прошить хаотично. Также это полотно можно простегать с помощью зигзага. Когда я делаю вторую строчку, ориентируясь на предыдущую, на край, не на центр, и на срез лапки. Но обратите внимание, что я шью на машинке, у которой ширина зигзага 9 мм, и у таких машин сама лапка очень широкая. Обычно в бытовых машинках припуск лапки составляет 0,5-0,6. В этой машинке припуск у этой лапки 1 см. Поэтому ширина от строчки до строчки меня вполне устраивает. Если у вас узкая лапка, то либо пользуйтесь ограничителем, либо чертите линии, по которым будете шить. Ну и таким образом я прошиваю полностью все полотно в одну и во вторую сторону. И вот что у меня получилось. Это у меня не конечный результат стежки. Вы видите, что строчки достаточно плоские, а я хочу, чтобы был объем. Плюс это полотно, смотрите, кстати, как оно выглядит с изнанки, плюс это полотно, оно не для всех изделий, оно не очень хорошо держит форму, на нем будут заломы, поэтому я продолжаю его стягать, но уже с поролоном. Почему я сразу не взяла поролон, я покажу чуть позже. Поролон у меня 0,5 сантиметра, и так как поролон под машинкой сам по себе скользить не будет, то у меня еще внизу самая обычная тоненькая подкладочная ткань. Параметры у меня стоят обычная прямая строчка, закрепка в начале и в конце, длина стежка 4 миллиметра. И прошивать я буду между каждой из этих строчек, то есть вот тут по центру между ними. Мне это сделать легко, так как у меня, я уже говорила, лапка вот такая, ну то есть она у меня заходит на предыдущие строчки, но я знаю, что четко по центру она мне сделает строчку. Эту строчку я делаю с помощью мононити. Внизу у меня стоит обычная швейная нитка номер 40, вверху мононить. Какая, я покажу, когда закончу. Теперь разберемся с поролоном, почему я его сразу не взяла. Могла ли я его сразу взять? Конечно же могла. Но я хотела, чтобы вот эта декоративная строчка в виде веточки выделялась. Я хочу сделать ее объемной. Если бы я сразу изначально взяла поролон, все полотно было бы плоским. А так как я сначала сделала декоративную строчку в виде этой веточки и затем сейчас вместе с поролоном прошиваю, кстати, вот так выглядит изнанка, то сейчас покажу, какой эффект и какой результат в итоге получается. Смотрите.
То есть каждая веточка у меня идет с вот таким объемом. Мне это безумно нравится. И мононитью я прошивала для того, чтобы эта строчка была минимально заметной. Вот смотрите, да, вы видите эту строчку, она утоплена, но так как она не имеет цвета, то на ней не фокусируется ваше внимание. И вот так выглядит мононить. Это никакая не леска для рыбалки, это швейная нитка, которая продается в обычных швейных магазинах. Теперь приступаем к шитью мака. Для стебельков я подготовила вот такую штору. Я ее покупала специально для швейно-рукодельных своих проектов. Несколько полотен в технике пицца я из нее шила. Ну а сегодня это будет у меня в качестве стебельков. Меряю ширину 2 мм. Это для того, чтобы корректно выставить параметры строчки на швейной машинке. Этот шнурок можно заменить обычной пряжей, и главное, померяйте ее толщину. Далее я делаю два шаблона, один больше, один меньше. С помощью циркуля первый 3 сантиметра, это который больше, и второй 2 сантиметра. Вот так. Рисую на плотном картоне и вырезаю. Далее опять же готовлю остатки и обрезки. Здесь у меня есть совсем тоненькая ткань, коричневая здесь попала случайно. Вот смотрите, есть тоненькая ткань и есть более жесткая, вот такая, знаете, прям совсем плотная. Опять же, подходит и та, и другая, можно использовать любую ткань, так как у меня это атлас, я еще буду края обрабатывать дополнительно. Прикладываю шаблон к ткани, обвожу мелком и затем вырезаю. Если у вас так же, как и у меня, сыпучая ткань, то я вот так с помощью свечки, это удобно, так как элементов много, обрабатываю все срезы. Если вы, например, шьете из трикотажа, где край не осыпается, то этого делать не нужно. Большой мак у меня состоит из двух деталей. Одна большая, красная, и черная. На изнанку красной ткани я ставлю черный кружочек, без разницы какой стороной. И вот так складываю пополам и еще раз пополам. Вот такой мак у меня получается. Не скажу, что прям сильно видно черную ткань, но поверьте, в полотне ее видно. И маленькие кружочки красного цвета, я их просто вот так складываю и пришиваю. Ширина моего зигзага 3 мм. Напоминаю, что ширина моего стебелька, точнее основы моего стебелька 2 мм. То есть если вы, например, взяли пряжу и она у вас 4 мм, то зигзаг выбираете 5. И я начинаю вот таким образом пришивать. Во время шитья, я сейчас камеру переставлю чуть дальше, вам будет понятнее. Но я хочу сначала показать близко. Во время шитья я немного поворачиваю, то есть я начинаю прямо, а в процессе шитья стебелек увожу в одну или во вторую сторону. Прямые стебельки выглядят не очень, поэтому даже совсем небольшой изгиб все-таки здесь нужен. Дошла до самого конца, прошила, и теперь беру мак, складываю изнанка к изнанке пополам и еще раз пополам, выравниваю, смотрю, чтобы все было красиво. При необходимости помогаю себе шилом, лапка поднята, и моя задача максимально близко уголок мака подвинуть к иголочке, так чтобы зигзаг прям вот с этого, с первого стежка начинался уже на цветочке. Делаю несколько стежков, много не нужно, 3-4 витка, разворачиваюсь вот так и иду в обратном направлении. Также, когда иду в обратном направлении, можно остановиться и пришить еще один мак, но это покажу чуть позже. Тут я дошла просто до конца, сделала первый вот такой цветочек. Вот так он выглядит. Также еще хочу показать, чтобы вам было более понятно, несмотря на то, что
Видео я ускорила, но чтобы было понятно, как я двигаюсь, как я пришиваю вот в одну сторону, в другую. Также шнур у меня синтетический, поэтому зажигалкой в начале и в конце края я все-таки обрабатываю. Также вот вы видите, что я беру шило и помогаю себе. Если шилом неудобно или боитесь что-то повредить, так как оно все-таки острое, то берите пинцет. Пинцетом также удобно взять этот мак и максимально плотно пододвинуть к игле швейной машинки. Также вы видите, что длина стебельков разная, какой-то длиннее, какой-то короче, но я рекомендую сначала сделать длинные и затем уже как бы добавлять более короткими. Ну и миксовать, чтобы не было, например, в одном месте много больших или, например, наоборот, много маленьких. Также хочу показать вам свои образцы. Вот эти два мака были сделаны без зигзага, просто обычная прямая строчка. Это если у вас, например, в швейной машинке только прямая строчка. Ну вот так, тоже красиво выглядит. Но проходиться нужно дважды, то есть начиная снизу, вот как и стебелек, да, потом захватываем мак и возвращаемся назад. Можно даже несколько раз туда и назад. Ну и вот я пробовала несколько вариантов. Вот, например, маленький в 2 слоя, вот маленький в один. Как больше нравится, вот этот вариант я выбрала для себя приемлемым и самым подходящим. Здесь зигзаг просто белой ниткой. Поэтому, если у вас нет желания делать зигзагом, то можно сделать и с обычной прямой строчкой. И вот покажу, как добавляю цветы, когда мне нужно больше цветов и не хочу делать много стебельков. Вот на обратном пути, то есть я уже один мак пришила, и когда возвращаюсь уже назад, поворачиваюсь, поднимаю лапку, поворачиваюсь в бок, точно так же подкладываю под иголочку мак и пришиваю. Далее все точно так же сначала вот так назад. Когда дойду до стебелька, мне тут неудобно, возвращаюсь по маку, дошла до стебелька, все, поворачиваю машинку и продолжаю. У меня в этом полотне есть стебельки, на которых всего один мак, а есть на которых 4 или даже 5. Опять же, главное не переборщить и сделать все постепенно. Как я уже сказала, сначала длинные маки мы пришиваем и затем добавляем. Вы, когда будете видеть полотно, вы точно поймете, достаточно или хотите еще добавить. Ну что ж, вот так выглядит мое полотно. Результатом я очень довольна. Мне все нравится и хочу показать. Оно у меня прямоугольное, но это не обязательно. Все зависит от того, какое изделие из этого полотна вы захотите сшить. Также покажу, очень часто спрашивают изнанку. Вот так она выглядит. И на момент озвучки этого видео я продолжаю работу над этим полотном и готовлю для вас новый видео-мастер-класс уже с готовым изделием из этого полотна. Ну а пока хочу вам показать визуализацию, возможно, она вас вдохновит на новые проекты. Я всегда говорю, чтобы вы себя не ограничивали, и если я показываю полотно, из которого шью сумку, это не означает, что из этого полотна нельзя сшить другие изделия. И я надеюсь, что такая визуализация вдохновит вас на шитье и творчество в целом. Напишите в комментариях, какое из изделий из этого полотна вам понравилось больше всего. Возможно, кто-то выберет одежду, кто-то выберет домашний текстиль, ну а кто-то фанат сумок и рюкзаков. Думаю, каждый, кто досмотрел до этого момента, нашел в этом видео для себя что-то полезное или же интересное. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий.
Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.